мы бы хотели в результате нашего обсуждения получить какое-то представление о том, что происходит сегодня в Сирии и чего нам следует ожидать в ближайшем будущем. С начала моего выступления я хочу остановиться на очень важный момент. Нельзя отрицать наличие внутренней объективной причины волнения, которые охватили Ближнего Востока в общем и Сирии в особенности, чего не отрицает и нынешняя власть в Сирии. Где мы наблюдаем такую картину. Под лозунгом, особенно в Сирии, мирные демонстрации, подкрадывается неожиданно группа вооруженных людей, которые нападают на силы правопорядка, спровоцировав их на ответные меры. Здесь мы наблюдаем сходство с чем происходит в Ливии, в отличие от что происходило в Тунисе и в Египте, и даже в Йемене в начале. С самого начала в Сирии была попытка создания плацдарма, похожей на Бенгази, чтобы использовать его для вторжения на территорию страны, чтобы дает объяснение траектории движения этой волнения вдоль границы Сирии с соседними странами. В Ливии была попытка использовать фактор трибализм. В Сирии мы наблюдаем попытка использования фактора межконфессионального противостояния. Здесь отмечается роль внешних сил западных и региональных, таких как арабские страны залива, которые заинтересованы в разрушении оси Тегерана, Дамаска, Хизбалла. Они являются покровителями определенных сил, которые призывают к межконфессиональной розни, пытаясь расшатать межконфессиональное и межнациональное единство народов, населяющих Сирию. Единство, которое было до сих пор сохранено благодаря существующему в стране светскому режиму, где мечеть, церковь веками функционировали рядом друг с другом. Взамен они хотят создавать на этой земле исламский халифат, разрушая при этом светский устой жизни сирийского государства. Они стараются показать всему миру, что именно они являются защитниками демократии и преследуют благую цель демократизировать общество в Сирии. А достичь этого якобы только после свержения ныне существующего режима. Помогает им при этом мощные информационные инструменты, которые вставляют в СМИ. Я сам лично насчитал около 30 спутников и телеканалов, которые финансируются в основном в стране Персидского залива. С самого начала наблюдается, как мы наблюдали в Ливии, как начали уже заниматься перепись и какие племена находятся в Ливии, где они находятся и места их нахождения. В Сирии было каждый день уже заняты припись, сколько конфессий в Сирии, где они вообще расположены. А в случае раздела страны уже недавно в этих телеканалах особенно появилась даже карта Сирии с предполагаемыми местами, где государство, и где после раздела Сирии, где будут находиться разные конфессии. И недавно, конечно, я бывал прошлый месяц, в конце прошлого месяца я бывал в Сирии. Совсем наблюдается другая картина. Совсем по-другому смотрится ситуация. Там в основном есть очаги в каждом каком-нибудь городе, где неблагополучно, это мы не признаем, там места. И начинается вот на самом деле выходят эти вооруженные люди, которые спровоцировали ситуацию, хотят вообще нападают на общественные здания, нападают на правопорядка и таким образом спровоцируют ответный мир. Я хочу знать, у любой государства, которое начинает выходить в нее, вооруженные люди начинают стрелять на улице, какие будут вообще у них реакции? У любого руководителя. Мы не можем. Обязанность любой государства защищать своих граждан и допускать беспорядка на улицах. Мирные демонстрации, с немирные демонстрации, которые мы должны вообще защищать их. Даже в Сирии, когда мы говорим, даже вышел закон, вообще, который разрешает мирные демонстрации. А почему таким образом не сдается, никто не принимает, не берут разрешение на этого? Наоборот, идет спровоцирование вообще ситуации, чтобы беспорядки больше этого получилось.
Вот сейчас вы, я думаю, вы слышали все, я сам из города Латаки, вы слышали, что происходит в городе Латаки, и все в СМИ показывают. Я вам говорю, я каждый час звоню, недавно, как еще входил сюда в зал, я звонил туда моему брату, моя жена и дети уже находятся там. Просто я переживаю про них очень сильно, постоянно звоню. Я спрашивал, вы слышали, вы сами понимаете, если знаешь, как говорили, чтобы как будто корабли ВМС Сирии начали обстрел города, я думаю, в любой точке этого города будет слышно, вы знаете, взрыв пушки, взрыв, как взрывается ситуация. Не может быть не слышно в городе, ничего сказали, абсолютно не слышно. Даже вчера в телеканале Аль-Джазира, как будто якобы свидетели уже обвиняли вообще войска в использовании химических оружий. Представляете, до такого степени уже доходит. Я человек, который очень знаком, это мой родной город, я по моей вообще профессии тоже я изучал диалекты, которые находятся разные населения, которые находятся у нас в городе Латаки. Там местные диалекты. Вы знаете, в городе Латаки 5 диалектов. Я знаю их прекрасно, могу это все изучать их. Вот эти свидетели, которые звонили в телеканал Аль-Джазира, ни одного из них не похожи на диалекты, которые вообще находятся в городе Латаки. И так очень хорошо слышно вообще их разговоры, когда звонок у них прекрасно получился. И когда ОНРУА объявила, что у нее затруднение звонит туда, в лагерь беженцев. Туда. Вы знаете, эти свидетели, они звонят прямо оттуда, где боевые действия, как будто якобы, где бомбежка получается. Я разговаривал, мой брат, он знает очень много офицеров, которые спецназ. 17 офицеров спецназа погибли. Вы знаете, а что там? Погибли за счет вообще мирные лозунги, которые там демонстрантов, которые их нападают. 17 офицеров спецназа. Вы сами понимаете, что такое группа спецназов, которые они нападают. И было принято решение, говорит, они хотели, говорят, дайте нам разрешение использовать бронетанковые вообще. Бронетанковые, они им запрещено, сказали, запрет использования, чтобы не вызвать больших жертв в этом районе, который там находится. Вот на самом деле это очень важный факт. Армия старается на самом деле очень вообще аккуратно заниматься этим вопросом. Стараться вообще были предупредительны, везде они предупреждают, сдавайте оружие. На самом деле мы видим эти оружия. Вы знаете, я вам говорю, там в городе Бейрута, сейчас по нашим данным, невозможно купить автомата. Все оружие уже отправляют в Сирию. Уже подорожала стоимость стрелкового оружия в разы. Вот вы знаем, Аль-Мустакбаль, этот вообще, который возглавляемый Аль-Харири, вообще он занимается только приправкой. Эти вооруженные в Сирии, оружие в Сирии, чтобы якобы для свержения режима. Я хочу, конечно, очень много можно говорить и бесконечно о этом вопросе. Я хочу тоже представить, как представил меня Олег Иванович, мы создали в Москве комитет национального единства Сирии. Мы в этом комитете мы считаем себя как патриоты страны убеждены, чтобы свержение режима силовым способом, там более при военной, тем более при военном вмешательстве западных и других стран непременно приведет к катастрофическим последствиям вплоть до гражданской войны, распада единства страны. Это нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. И одновременно мы не можем признавать, как я отметил с самого начала, наличие проблем, накопившихся в стране за десятилетия отсутствия демократических институтов власти. Единственным разумным выходом из создавшихся ситуаций является реальное проведение объявленных властями политических реформ. Принятие закона о многопартийной системе, о регистрации партий, закон о выборах в парламенте и местные советы, законы о СМИ, создание Высшей избирательной комиссии. Мы чувствуем, что власти Сирии готовы всерьез провести обещанные реформы и в дальнейшем рассматривать другие предложения, например, как внести изменения или дополнения в Конституции страны или принять полностью новые Конституции, а также обеспечивать проведение честных и прозрачных выборов парламентских и президентских. Иного пути решения возникших в Сирии проблем, по нашему мнению, не существует.